Привет, я Алена Арт. Сегодня покажу, как я валяю вот эти вот блузы. Технику я назвала мозаика. Не знаю, почему я ее так назвала. Может быть, потому что я составляю вот эти рисунки из кусочков префелта. Думаю, в простейшем варианте с этой техникой справится даже 5-летний ребенок. Но я-то покажу не простейший вариант. Я пойду дальше. Показываю. Эту блузу сваляла из кусочков префелта. Вот он у меня тут разных оттенков, разной толщины, совершенно разных производителей. Вот, все мне пригодится. Шерсть, меринос, шелк. Я уже выкроила, чтобы время зря не тратить. И шелк Мальбери. Приготовила вот такую вот палитру. Но я расскажу несколько способов валяния приблизительно таких вот блузок, и вот что-то из этого может не пригодиться. Все это по ходу. Здесь опять моя любимая асимметрия. Этот способ валяния из кусочков префелта я называю мозаика. И вот рисую рисунок, вот как выкладывается мозаика. То есть вот расстояние между лепестками, например, вот цветка, который я хочу здесь увидеть, оно приблизительно вот расстояние между каждым лепесточком и между другими объектами моего рисунка, оно должно быть где-то приблизительно сантиметр. Вот здесь я делаю лепестки, выходящие за край моей блузы. Ну и дальше там. Рисую то, что будет у меня там красным, желтым, зеленым лепестки, условно лепестки. Так, здесь я хочу тоже сделать цветочек с выходящими лепестками за край блузы. Рисую то, что будет рисунком. Там цветы, лепестки, листья. А все остальное выложу в хаотичном порядке, как мозаику. Теперь разрисовываю спинку. Рисунок у меня, конечно, условный. Сейчас я начну вырезать из префелта вот то, что считаю нужным, кусочки моей мозаики. И самое главное правило, конечно, я здесь соблюдаю, то, что отступаю сантиметр от кусочек от кусочка. Вот. Так. Обязательно намочу.
выложила префелт, кусочки префелта, вот так, мозаикой. Первый способ – сделать блузу легкой, тонкой и вот просто вот с таким вот рисунком мозаичным, четким, каждый цвет четко прорисован. Это значит, нужно взять шелк, положить. С другой стороны тоже выложить такой рисунок, положить шелк и все это свалять. Это один способ, который я делаю, когда хочу, чтобы блуза была легкая. Но я сейчас буду делать второй способ, который мне тоже очень нравится. Блуза будет чуть плотнее, но вот я так хочу. Меняю одну палитру на другую и делаю шелковый фон для блузы. Делаю фон блузы из шелка. Ну вот здесь вот с префелта немножечко освобождаю его от шелка и шелк на свободные места. Немножко передвигаю. Жалко, потому что его серединки префелта от шелка Мальбери. Вот. И смотрю, где хочется мне еще какого-то цвета добавить. А мне очень хочется добавить. Вот здесь зелененького. И если бы я захотела сделать вторым способом эту блузу, то сейчас я бы просто выложила на нее шерсть по схеме. И сделала бы то же самое с изнаночной стороны. Но я иду к следующему способу. Я накрываю это шелком. Спинку префелтом мозаично. Еще раз, как следует, намочу префелт. И вот здесь очень важный момент. Вот здесь выглядывают краешки с лицевой стороны. Я их буду загибать, и это тоже будет лицевая сторона. Значит, мне здесь надо учесть, хоп, полюбопытствовать, какой шелк я там выкладывала. Оранжевый, сиреневый, голубой, ну, чтобы не забыть, а чтобы это было как продолжение вот этой вот стороны. Выкладываю шелк.
Поливаю. И сейчас опять буду освобождать префелд от шелка Мальбери. Стульчик, ужасно устает спина, а так удобно. Так, ну все освободила. Дальше очень важный момент тоже. Вот это вот выглядывает у меня, это вот лицо. И это должно быть продолжением. То есть вот здесь я должна освободить вот для этого места. Оп. Вот у меня выглядывает место освободить для мозаики. Кусочек мозаики с лицевой стороны я должна вот освободить место ему, шелк отодвинуть, вот здесь тоже, вот, раздвинуть и загнуть. А шелк за вот ним. И загибаю припуск. Вот. Также здесь вот сейчас я выложила только префелд, шелк Мальбери и шелк положила сверху. И буду сейчас все это очень хорошо валять. То есть я валяю префелд. Я тут пока жужжала, вспомнила. Когда я только начинала валять, я вообще ничего ни о чем почти не знала, и любое знание для меня было каким-то вау. И вот однажды я заказала, наконец я узнала, что можно валять шелк Мальбери, что такое существует. И заказала в интернет-магазине шелк Мальбери. И привезла мне его курьер-девушка. И я ее спрашиваю: скажите, пожалуйста, а вот шелк Мальбери можно привалять просто к шелку? Она задумалась надолго и говорит: наверное, нельзя. Ну вот я сообщаю тем, кто только начинает валять: шелк к шелку не приваливается, обязательно нужна шерсть. Пожужжала и спинку, и вперед. Префелд у меня там привалялся к шелку. Сейчас буду выкладывать шерстку. Шерстку выкладываю по схеме. Плечо вдоль, грудь по кругу и нижнюю часть поперек. Очень-очень тонкая прядка. В районе выточки утолщаю.
пленкой. Сейчас положу слой шелка на лицевую сторону. Теперь на спинке делаю раскладку из шерсти, сделаю ее всю поперек. Предпоследний этап. Жужжу машинкой, а потом буду валять в рулонах. И все. Нажужжалась с двух сторон. Теперь снимаю пленку. Все, навсегда. Так. Эту пленку тоже сниму навсегда. Так, вытаскиваю. Ой, ужасно мокрая. Сегодня получилась блуза. Так, это тоже навсегда. Сейчас уберу ужасно мокрую блузу. Я сначала все-таки лишнюю воду уберу. Дальше с этой стороны пройдусь машинкой с лицевой стороны, а потом рулончик. И доваливаю в своем любимом рулоне. С каждой стороны. По краю рисунок мне хочется выделить побольше, поэтому я смело вырезаю. Вот как-то. Наконец-то свалялась. Вот я сваленный войлок чувствую кончиками пальцев. И сейчас я понесу свою блузу в стиральную машинку на режим деликатная стирка. Но я вас призываю быть очень и очень осторожными со своими стиральными машинками. Потому что возможности своей стиральной машинки я знаю. А вам надо еще экспериментировать. Потому что стиральная машинка усугубляет все недочеты. Если это не давал, вы
потом достаньте просто пушистенькую вещь, которая, в принципе, может и развалиться. Она не будет носиться. А если это перевал, то это еще хуже, потому что недоваленную вещь как-то можно довалять попытаться после стиральной машинки, а вот перевал невозможно ничего сделать. Вещь не вытянешь, ничего, это будет маленький вальничек. Я вас призываю быть очень осторожными со стиральными машинками и экспериментировать со своими, а не полагаться на чужой опыт. Достала из стиральной машинки. Так, вот изнанка мне очень нравится. Так, что сейчас смотрю? Что надо поправить? С лицевой стороны, ну, вот, конечно, так, как я люблю. Хорошо бы вытащить все, что можно вытащить. Так. Все, что можно сделать неровным, обожаю неровные края, цветочки. Так, спинка. Так, оп, оп. Так, и у меня печальное известие, у меня сломался манекен. Он не выдержал этих испытаний. Так, сейчас буду, значит, работать с манекеном. Вытягиваю во все стороны. Хоп. И работаю манекеном. Так. Так, так. Вон там у меня зеркало, я сейчас немножко в него посмотрюсь, что у меня тут получается, чтобы хотя бы понимать. Вот самые важные места надо вытянуть. Ну, чувствую хорошо. Так, ну-ка. О, мне нравится, мне нравится. Вот, мокрая.